Друзья, добрый день. Я хотел бы рассказать вам сегодня о художественных проектах Джереми Шоу, живущего в Берлине канадского художника из Торонто, который, возможно, не так известно русской публике. Сам я его тоже знал изначально как музыканта, поскольку вот Джереми с конца 90-х годов играет в музыкальной группе Circle Square, и первоначально я был на его концертах, и лишь спустя, побывав в галерее Кёник, галерей в Берлине, я узнал о его практике и стал следить за его проектами. Но широкой, мне кажется, общественности он стал в первую очередь известен на Венецианской биеннале 2017 года, когда его проект «Пределы» очень ярко прозвучал в основном проекте. Эм, Его проекты были центральными на масштабной выставке о духовной материи искусства под кураторством Бартоломео Пьетромарки в Римском музее Максе, которая только что прошла, и где работы Шоу были показаны наряду с такими проектами художников, как Йоко Оно, Ширин Мишат, Хасан Хан, Харис Паминондо, Шон Скалли, Ким Суджи и многих других. А прямо сейчас, до 20 апреля, персональная выставка шоу «Индекс фазового сдвига» проходит в парижском центре Помпиду, собирая вместе ключевые 7 фильмов художника, каждый из которых изображает группу людей, пытающихся вырваться из своего мира в параллельную реальность, используя танцевальные, терапевтические и разные обрядовые движения. Художник, в принципе, исследует потенциал систем веры, религиозных убеждений, трансформирующего опыта, духовных практик и психоделических веществ для формирования и преобразования нашего жизненного опыта. Большинство работ шоу исследует концепцию изменения состояния сознания и от разных форм трансцендентности и лиминальных состояний, которые показываются посредством самых разных художественных медиа и довольно четко очерченной психоделической эстетики, которая пересекается наукой и мистикой. Трансцендентность, как вы знаете, это философский термин, который характеризует то, что принципиально недоступно опытному познанию или не основано на опыте. Трансцендентное может быть представлено как сфера абсолютной потенциальности, не актуализированная в деятельности человека в данный момент времени и никак невыразимая в его опыте в силу ее принципиальной неадекватности наличным у человека средством освоения мира. Это, это понятие трансцендентности произошло от латинского слова transcendence, что означает «приступающий», «превосходящий» или «выходящий за пределы», то есть то, что недоступно для эмпирического познания или не основано на опыте. И именно слово «пределы» Джереми Шоу выбрал для того, чтобы назвать одной из самых знаковых работ своей трилогии, трилогии количественной оценки, авторской серии псевдодокументальных научных фантастических фильмов или паранаучного фикшена, которые рассказывают о революционных изменениях, которые были разработаны подпольными сообществами, чтобы предотвратить исчезновение человеческого вида на планете. Премьера этого видео прошла на Венецианской биеннале 2017 года, и этот 20-минутный фильм снят на 16-миллиметровую пленку и основан на эстетике кинематографа 70-х годов. И проводит четкие параллели между экспериментальными духовными New Age сообществами 70-х годов и современными субкультурами. Видео рассказывает о группе из 8 танцоров, которые проводят самые разные экстатические ритуалы, похожие на мистерии, попытки получить доступ к новой сфере сознания и спасти человечество, укрепляя свой мозг с помощью так называемых кибернетических ДНК и одновременно открывая духовные практики прошлого. Цель этого ритуала, который сочетает в себе танец, йогу и традиционный для современных танцев хедбэнгинг, состоит в том, чтобы достичь так называемого предела, liminal, измерения, находящегося на полпути между физическим и виртуальным миром, через который можно было бы получить доступ к новой эволюционной фазе человека. Два других псевдодокументальных фильма, шоу из трилогии «Квантовые исчисления», тоже рассказывают об отдельных, но взаимосвязанных между собой историях о маргинальных личностях, пытающихся достичь трансцендентности и категории духовности в обществе, в котором рациональная мысль, в принципе, заменила все существовавшие до этого традиционные системы убеждений. Шоу в своих фильмах показывает возможный сценарий решения проблем будущего, способы избежать человечеством экзистенциальной угрозы, которая может произойти вместе со смертью веры, последующей за тотальной технологизацией и автоматизацией мира. Джереми Шоу нередко исследует в своих видео категории лиминальности, физиологического, неврологического и метафизического термина, обозначающего пороговое или переходное состояние между двумя стадиями развития человека или сообщества. Закономерности лиминального периода, как периода жизненных перемен или кризисов развития, в обрядах перехода первобытных сообществ исследовали самые разные ученые прошлого, поскольку лиминальность связана с изменением социального статуса, ценностей и норм, а также самой идентичности и самосознания как такового, и является очень таким базовым понятием для самых разных культур, как прошлого, так и настоящего. И все обряды перехода от лиминальности отмечены одними и теми же тремя фазами. Это фаза разделения, грани и восстановления.
А, И самая ранняя работа Джереми Шоу, вдохновителя, которая тоже входит в трилогию исчисления, она так же, как и три фазы лиминальности, продолжает идейно его исследование пограничного состояния сознания. Это единственная полностью составленная из архивных материалов видеоработа Джереми, в котором черно-белые кадры, которые, как нам говорят, изображают сцены будущего через 500 лет от настоящего момента, на самом деле являются документальной съемкой и представляют собой собрание общины христиан-пятидесятников, занимавшихся дрессировкой змей, которые проходили в 50-х годах в Западной Вирджинии и были сняты получившим известном документальном фильме 1967 года «Люди Святого Духа» «The Holy Ghost People». Но, как и в случае с «Пределами», голос диктора с интонациями, типичными для документальных фильмов, например, канала BBC, рассказывает совершенно фантастическую и неправдоподобную историю. Мы узнаем, что человеческая раса была заменена квантовыми людьми, чисто рациональными существами, которые достигли бессмертия и всеведения, благодаря беспроводному соединению с так называемым ульем, The Hive, базой данных о человеческой истории. У некоторых героев был диагностирован синдром так называемого человеческого атовизма, редкая неисправленность, из-за которой они теряют связь с ульем, что влияет на их речь и положение в обществе. Ну, предпосылка для фильма «Шоу» кажется, на самом деле, не настолько фантастичной, как может казаться на первый взгляд, поскольку буквально 3 года назад, в 2017 году, Илон Маск в интервью Vanity Fair сказал, что, по его мнению, его компания Neuralink всего через 4 или 5 лет, то есть буквально ближайшие пару лет, разработает так называемое нейронное кружево, имплантат, который позволял бы осуществлять беспроводную связь между нашим мозгом и цифровыми технологическими устройствами и средствами связи. Потом тому, как в современном мире становится все труднее отличить реальные новости от сатиры и фейковых информационных вбросов, наука тоже начинает напоминать научную фантастику. И трилогия «Количество анализа» Джереми Шоу в полной мере использует эту путаницу, смешивая неопровержимые научные факты, разные футуристические спекуляции и художественный вымысел вместе с очень таким ярким, дезориентирующим и поистине шокирующим эффектом. И третий фильм трилогии под названием «Я вижу навсегда», снятый в 2017 году, рассказывает историю единственного выжившего в результате некой секретной государственной программы по слиянию людей с машинами, с машинными системами. И эта история тоже кажется сейчас совершенно обыденной. Мне кажется, мы могли бы услышать такую новость в новостях. Каждый фильм трилогии отсылает к технологическим и социально-историческим характеристикам как прошлого десятилетия, так и современности. Например, вановые киборги из фильма «Пределы» явно отсылают к субкультуре хиппи, снятые в натуралистическом документальном стиле, популярном в 70-х. Но что остается неизменным среди всех этих манипуляций художника с видеоизображением, так это голос за кадром, который поочередно то высмеивает, то наоборот оправдывает поведение героев фильма с самоуверенным превосходством такого этнографического документалиста и предполагает, что мы также могли бы вполне выступить объектом его насмешек, да, живя и в современном мире. Мире постправды, фейковых новостей, пузырей, фильтров социальных сетей и бесконечного нарциссизма технологически совершенных потребителей, в котором, наверное, предлагаемая художником количественная оценка религиозного опыта могла бы существовать только ради одной финальной цели – капитализма. Это виртуальная колонизация наших душ через наше желание и аффект. Тем не менее, мне кажется, видео Джереми Шоу показывает, что в мире, управляемом логикой, а не внутренними чувствами, мы все еще не превратились до конца в рациональные существа. Те извивающиеся в экстазе тела в его работах нам очень явно напоминают, что на самом деле все-таки означает быть человеком.